Наступила ночь, и я подумала, что нужно срочно сделать меренговый рулет. Его невозможно не сделать, потому что одна из наших девочек-подписчиц назвала этот рулет «Оторви башка». Я так и название напишу. Мы недавно готовила я с фисташковой пастой. Фисташковая паста закончилась. Сегодня буду с ванилью делать. Со сливочной, с тем своим с эликсиром. У меня вот столько сейчас есть белка. И сюда я складываю белок, когда что-то готовлю. Я форму, в которой буду взбивать сейчас, протерла уксусом. Обезжирить ее. И мне надо 190 грамм. Но я, девочки, не фанатю. Белок тяжело налить, он вот раз вот так вот и льется. Если будет 200, я делаю 200. Если будет 210, вот сейчас 189. Ну вот так вот. Так, пока убираю в холодильник и начинаю взбивать. Дети у меня очень любят эти рулеты. И к дедушке ходили, и ко всем. Но его обязательно надо сделать. У меня, правда, белок не такой холодный. Желтки я использовала. Так, 190 грамм. У меня 195 белки. 1/4 соли. И щепоточка лимонной кислоты. Все. Буду молча взбивать. Потому что шумит миксер, когда в записи будем показывать, и вам немножко убавит. Поэтому буду просто высыпать. Высыпать буду сейчас сахар и крахмал. В принципе, соль и лимонную кислоту я добавила, осталось сахар и крахмал. Это все, что входит в тесто, в рулет. То есть все, пики есть. Сейчас еще чуть-чуть глянцево. Видели, да, я за 4 раза ввела сахар. Это я так делаю. Ну и примерно до 30, до 20 секунд досчитываю. И еще порцию, и еще порцию. И 25 грамм крахмала. Высыпаю, сначала перемешаю, а то он сейчас ухнет весь свежий. И тоже вмешаю сюда. Все. Меренга готова. Можно смело сказать, что меренга превосходная. То есть этот носик висящийся. Все, и убираю. 4 минуты. Взбивала? Половина на все. 4 минуты видео идет. Видео работает. Да. Так, все. Убираю на засланную пергаментной бумагой свою меренгу. Если, девочки, я говорю неправильно, поправляйте смело. Стараюсь размазать, и сильно до края она так поднимается. Смотрите, так со 190 грамм белочка у меня ее так хорошо получилось. Главное, я форму смазала и миксер, потому что я им постоянно работаю, хоть он и после посудомойки, а может и так помыли. Я протерла уксус 9% на салфеточку взяла и протерла. Все, можно было, вот это будет верх.
поэтому я разглажу. Можно было с мешка сделать, мешок кондитерский накладывать и полосочками, но 25 минут 10 вечера я уже никакие полосочки. Я сделаю потом из крема узор, и мне и так будет вкусно, и детям моим очень вкусно будет. Все. Все. Убираю в духовку. У меня духовка стоит на 150 градусов. Я убираю примерно на 30 минут. Главное не пересушить. Засекаю время, а сама быстренько начну взбивать сразу вторую меренгу. Для этого я приготовила вторую чашу. Единственное, я помою миксер. Мне для таких дел, кстати, папа Ваня, надо купить вторую. Сейчас доченька, она ждет слова, ее репетировать. Сейчас вот мы поставим, потому что потом сильно торопиться не надо. Но я у тебя спрошу слова, хорошо? Английский? Да, учит английский и вот просит прям, чтобы я пришла. Я уже ее куда только не отправляла. Нет. У меня 2 печки на 150 стоят. Сейчас я вытру. И тоже миксер, так как он влажный, я его протру. Беру салфетку. И беру 9% уксус, чтобы ничего, потому что белок, он такой противный, лучше пусть ничего не будет. Уксус сейчас испарится, пока я буду насыпать, пока я буду отсчитывать. И саму форму протру. Все, протерла. Это убираю. Я планирую сейчас сделать 2 рулета. Это достаточно для нашей семьи. Детям будет с утра покушать кашки. И по одному кусочечку, по хорошему кусочечку рулета. Потому что последний раз я делала 3, один съели 2 потом на всех по такому хорошему кусочку. Для завтрака. 4. А? 4 не видел. 4 последний раз. Сначала ты 1 сделал, потом еще 3, по-моему. 2. 2. 2. Так, начинаем. Сейчас это я за собой уберу чуть позже. Отмеряю белок. Включаем весы. Ставим на тару. Нам надо 190 грамм. Так, 174, 180, вот, 203. Нормально. 203 тоже пойдет. Ничего страшного. Отлично. 203 грамма белка. Так, теперь Слушай, ты меня разоришь-то. чуть-чуть соли. Одна там щепоточка. И также щепоточка лимонной кислоты. В принципе, она мне больше не пригодится. Можно сразу убрать. Не помню. Не пригодится. И начинаем второй рулет взбивать. Также взбиваю на средней скорости. Я время не засекла. 25 минут, Да. 26. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Без 5. Без 5. На маленькой скорости начинаю делать. Все. Меренга готова. Также перекладываю сюда. И убираю. Что ты сейчас сказала? Это что такое? Ну, это по-английски рубашка, большой куртка. Да. Рубашка, а это свитер. Еще что ты выучила? Там Брюки, брюки, пенс, платье, дерц, дресс. дресс. А нету такого, что я одеваю платье? Вы не говорите такое еще? Ай, одевание. Нет, пока просто. А, да? А слово одевать они уже выучили? А, нет? Ну, понятно. Юбка, Юбка.
Ничего страшного, вот эти полосы, они наоборот элегантности придадут нашему рулету. Джинсы. Все, нашей меренге. Все, убираю на 30 минут второй. На 150 градусов. Да. Джесс. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5 минут. Так. Ну как это, ты говоришь, что без 5, а этот 5 минут. Джесс. 10 минут разница между ними. Цвета. Да. Ну, как стыд. Пойду будет Так. Быстренько убрали за собой все после меренги. И сейчас, раз Ульяна меня подменила, я очень ей благодарна. Жена меня преследовала со своим английским. А я ноги проверяла. Угу. Пальтом. Я очень благодарна Ульяне. Можно меренгу прокладывать, внутри помазать кремом, тоненький только слой. И проложить ягоду, ну, как я бы, допустим, сделала. Либо вишня, либо малина, очень вкусно, кисленькая ягода, клубника. У меня на сегодня моя клубника мороженая, без хвостиков, и ежевика. Я ее в пюре пюрировать не буду и процеживать через ситечко. У меня и так едят. Я считаю, что это личная заморочка такая, поэтому я просто беру, раздавливаю. Мы же когда целую кладем, мы же не пюрируем, не протираем через сито, не удаляем косточки. Это у кого, может, ягодка грязная, но у меня все плодоножки зеленые убраны, все убрано. Поэтому ягодка целенькая, чистенькая. Я вот так делаю. Сюда же ежевику. У меня будет ежевика. Много сделала. Я хотела 3. Но я оставлю. Может быть, даже 3 сделаю. Скорее всего, потому что ягоды взяла на 3. Надо сделать 3. Противень есть, сразу сделать. И крема сразу на 3 сделать. Так. Пюрирую просто. Вот так раздавливаю. Все, она разморозилась. И так как сама меренга очень сладкая, я не буду добавлять много. Но у меня много. Я оставлю порцию своей меренги. Может быть, кому-то будет интересно. Я добавлю, ну, на эту порцию вообще сама вкуснота, вот эта кислинка, да, Ваня, когда попадается. Как мне нравится, как я считаю. Но я почти всегда делаю меренгу с ореховой пастой. Вчера закончилась вот на пироге последняя. А в этот раз буду с ванилью делать. С ванилью буду делать. Сахарная пудра я добавлю вот такую, ну, можно сказать, 2 чайные ложки. Вот. На такую большую массу. Здесь у меня грамм 300 точно будет. И сюда добавлю крахмал кукурузный, столовую ложку. Так как у меня много, я добавила столовую ложку. Теперь я перехожу на газ. Сейчас еще подавлю. Вот так вот. Все. Убираю. Беру ложку железную. Пока меренга выпекается, я сейчас заготовлю крем и сделаю начинку. Я возьму ложечку. Еще одну. Силиконовую. Дети уже убежали, надо уже спать, говорить. Так. И начинаю мешать. Сейчас она. И пока не загустеет, буду мешать. Ягода просто замороженная. Сейчас она растает еще. Появится водичка. И все. И пока крахмал не начнет действовать. Это очень быстро. И вот эту массу я не буду у меня кусочки там накладывать
в кондитерский мешочек, полоски делать. Нет, ягоду я как накладываю? Клубнику ломаю, мелкую ягодку, допустим, голубика бы вообще вкусно была. Ой, мы выросли на голубице, на бруснике. А голубика была бы очень вкусна вообще. Но мы же целую бы ее ложили, а это я просто буду ложкой тык-тык-тык-тык-тык положу. Ну, меня поправят. Так, положу кусочками. Все, сок дается, смотрите. Меренга у меня выпекается, у меня работа вовсю идет. Все, вот такая масса. Вот это меня тут слово испугало сейчас. Какое? Работа вовсю идет. Работа идет вовсю. Этот рулет дети едят. Ваня маленький вчера даже папину порцию съел. Помните название в начале было? Оторви башка. Вот я сейчас снимаю без головы, если честно. Почему? Ваня мне оторвал. Да, вот сейчас оно запаривается все. И пока не загустеет, я помешиваю. Чуть-чуть потише газ. И прям пошла. Лопаточка у меня силиконовая. Мне нравится работать силиконовыми лопаточками. Все. Пока выпекается. Я обычно, вот у меня 3 сотейничка стоят, соусника. Я вот такую полную на 1 рулет обычно раскладываю. Это немало получается. Это даже много. Но мне нравится. Крем вперемешку. В этот раз завтра утром у детей будет сливочно-ванильный крем и кислиночка вот эта ягодная. А можно завтра пойти пешком в школу? Нет, вы завтра... Спокойной ночи. Вы завтра с утра идете. Давай тоже поцелуй. Мне некогда, у меня горит. Давай. Все. Спокойной ночи, девчонки, раздевайтесь. Давайте, все. Так. Я пока все готовлю к 3-й меренге. Дети начинают укладываться спать. Пошли себя приводить в порядок. А я быстро. Все, давай. Спокойной ночи. Дети пошли приводить себя в порядок и укладываться спать. Последняя меренга готова. Как раз сейчас будет готов мой первый рулет. Я на него посматриваю. Вот. Такая глянцевая она получилась. Прям такая. То есть взбиваем, пока не будет глянца. Моника на улице. На краску? Ну, вкусная краска, да? Главное не перепутать. Я теперь тоже могу... Ваня маленький, ты уже все умылся? Да, он уже лег. Все, молодец, сынок. Все. Моника стучится. Моника стучится. Так. Тоже спокойной ночи хочет пожелать. Пусть посидит сейчас. Все, я достаю свой рулет, первую меренгу. Главное не пересушить. Она не... Ой, Никита, ты что ли? Оп. Сколько сейчас время? 5 минут. Ставлю вторую. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Так, теперь я беру... Мне теперь ее надо остудить. Отсюда убрать. Сейчас чуть-чуть ее испачкала эти. Возьму такую. Чуть-чуть отсюда. Подсушила. Подсушила. Ну ничего, ничего. Похрустит, значит. Так. Так, беру. Ставлю. Сейчас полотенчика возьму еще. Ой. Все. Оп. И первое. Рулет готов. Что, доча? А есть какие-то еще толстые одежды? Все постираны. Все постирано. Вот тут зайди, где? Вот тут у Вани, Ульян, на шкафу, вот тут, вот зайди сейчас за угол.
Все постираны, все высохли, берите. Подсушила, подсушила. Ну ничего, ничего. Сейчас она должна полностью меренга остыть. Остывает она примерно 30 минут. Вот 30 минут, и она будет холодненькая. Я освобожу решеточку для следующей меренги. Она пусть тут отдыхает. Следующая уже тоже скоро подходит. Уже все, в 5 минут ты сказала ей доставать. Да? Я сейчас посмотрю по состоянию. По состоянию посмотрю. Можно доставать уже все. Так, достаю следующее. Это попозже помою. Так. Оп. Выключаю. На 150 градусов ровно 30 минут стояли у меня меренги. А это вот я свою фруктовую пропиточку сделала. Вот ровно 3 штучки. На каждую меренгу будет по одной. Я убираю в холодильник. Так, вторая готова. Прикрываем. Ставим. Берем полотенчика. Оп. Переворачиваем. Снимаем. Мыться относим. Посуды сколько еще перемыть надо. Так. Снимаем. Оп. Оп, 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 оп. Ой, какая хорошая. Ой. Подсушила, подсушила. Ничего страшного, сказала сама Света себе. Все, 30 минут. Уже отдыхает, мне крем делать быстренько сейчас. Вообще мне нравится меренговый рулет делать с вечера. Он тогда хорошо встанет, закрепится. Его нежелательно кушать раньше 2 часов. Конечно, можно и сразу съесть. Но вот за ночь он прям встанет. Он будет в бумаге. Убираю. Готовлю место для еще одного рулета, который будет жариться до 35 минут. А я сейчас пока буду делать крем. Уже рулеты остывают. Я сегодня что-то, ой, быстренько делаю все. Но так. Такой сегодня у меня творожный сыр. Вчера маскарпоне был. Маскарпоне мало осталось. Использую такой творожный сыр сейчас. И буду свой ванильно-сливочный экстракт. Чтобы хорошо прям крем пах. Сейчас забью сначала и добавлю такую 1 столовую ложку, 20 грамм, ну примерно вот так, сахарной пудры. Много не надо, потому что сильно сладко. Вот так, чуть-чуть. Да, сильно сладко. Дети кушали в прошлый раз и говорили сладко. Хотели есть, но говорили... Ну, это Снежана говорила, она не любит сладкое. Ну, как бы временами. Так, ну вот. Сейчас я забью. Достаточно. Я не буду мыть миксер, потому что мне сейчас, вот я посмотрела, сколько это вот на 3 рулета. 1 пекется, сейчас допекается. 20 минут остывают, уже остыли. У нас открыто окно.
И начинаю намазывать. Этот был первый, этот второй. Этот посильнее засушила. Оп. Хорошо так получится. Пусть. Крема много не надо, потому что только вот чтобы схватился, он и так очень вкусный. Крем получился такой сливочный. Вкусный. Сразу другой, чем с орехами. Но свой вкус. Края так промажу, чтобы они тоже... Мы не будем обрезать края, украшать края. Здесь края очень вкусные, поэтому мы будем к столу подавать так. Сейчас как раз я пока все сделаю. Первый уже немножечко остынет в холодильнике, и я смогу его украсить и показать, что я буду делать. Так, теперь я достала 2 свои ягодные начинки. У меня же 2 рулета. Я беру ложечку и пошла. Тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть. Ой, пахнет так душисто. Я думаю, что мне придется завтра еще стряпать что-то другое ягодное и использовать свою ягодную начинку. Потому что ее получилось очень много. Очень вкусно. Нет, я вот эту всю баночку. Ну, потому что я вчера, до этого делала, я всю баночку израсходовала. Все. Можно сделать эстетически красиво, положить в мешок, в кондитерский. Но я считаю, это лишняя трата моего времени сейчас. И моего. Так. Мне уже вкусно, можно так оставлять. Начинаем скручивать. Бумага нам помогает. Чем потуже, тем получше. Чем потуже, тем получше. Чем больше посижу, тем больше я покушаю, да? Смотрите, какая красивая меренговый рулет. Если говорю неправильно, поправляйте. Убираю в холодильник. Пока делаю остальные, пальчик испачкала в ягоде. Пока делаю остальные, этот полежит, подождет, чтобы я его украсила. Убрала в холодильник. Беру еще часть крема своего сливочно-ванильного и смазываю свою меренгу. Не бойтесь, она не капризная. Рулет такой, кажется, из белков, но он вообще не капризный. Главное, чтобы посуда была. Возьмите 9% уксусом, протрите. Ну, если уверены, что она у вас не жирная. Я вроде тоже была уверена после посудомойки, но все равно протираю. Потому что все-таки бисквит, он иногда капризный. Все, крема больше не надо. Иначе он будет, когда мы будем скручивать, он будет вылезать. Все, погнали. Погнали, 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 погнали. Очень красиво делаем с любовью. Дети мои утром кушать будут. Порой читаешь такие сообщения, пишут: мама поймет только родная, поэтому она такая спокойная, типа ей все равно до детей. Боже мой, люди, что вы пишете? Сегодня мне одна наша девочка, подписчица, я думаю, она на меня не обидится. Я не буду говорить ни фамилию, ни ситуацию. Она ухаживает, растит дочь своего брата, инвалида. Она столько души вкладывает. Мы сегодня по WhatsApp с ней общались. Она меня своими чувствами вернула в те чувства, которые я испытывала, когда увидала глаза Максима, когда других деток обнимала. Что вы такое пишете? Вот он, второй рулет. Смотрите, чуть-чуть потрескался. Это только красиво и вкусно. Он не липкий, ничего. Вот такой он должен быть. Укутываем и убираем в холодильник. И сейчас уже подойдет через 5 минут. Третий рулет, он будет 30 минут остывать, а я за это время сделаю крем для узора.
готов третий рулет меренговый мой. Смотрите, он какой у меня рельефный, красивый. Ой, он на вид-то весь сливочный. Все, мои детки завтра будут завтракать. И что бы кто ни говорил, рулетиком. Как вы сказали, оторви голову. Дети такие все безголовые в школу идут. Мне название очень понравилось, поэтому я решила снять видео на эту тему. Рулет, который отрывает голову. Так. Так. Все. Все, снимаем. Да-д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 а. Вот это идеальный. Он не мокрый. Вот 35 минут. Не мокрый, никакой. Ой, идеально. Вот через 30 минут, через 20 он уже остынет. Его можно будет намазать кремом, ягодной начинкой и убрать пропитываться. Ну а пока он остывает, я хочу сделать... Тут у меня есть маскарпоне. Я хочу смешать маскарпоне со сливками и с маслицем хорошим. Эти убирались, а я развела тут. Но я все уберу. Все будет чисто. Маскарпоне. Это для маскарпоне. 250 грамм у меня тут. Мало маскарпоне. Это будет для узора наверх. Также к этому маскарпоне я добавлю домашнего маслица. Хорошего. Во. Прям на глаз. Этот рецепт этого крема оставлять не буду. Здесь все на глаз для узора. Ну только напиши рецепт крема на глаз. На глаз. Да, здесь все на глаз. Также немножечко сахарной пудры. Тоже на глаз. Сильно сладкое не буду делать, не надо. Также капну. Раз у нас, так бы я добавила ореховой пасты. А так как у меня нету, закончилось. Рома вчера помыл баночку в посудомойке даже. Все. Так как у меня нету, я добавляю ванильно-сливочный экстракт и сливки. Выкладываю последний свой крем, который я делала на 3 меренги. Сейчас сделала крем вот этот. Маскарпоне холодный в холодильнике стоял, а сливки не холодные сегодня брали. Масло тоже не холодное. И не стала взбиваться. Пришлось Иван на микроволновке где-то 5 раз импульсами. Не взбивается сливки, и все. 5 раз импульсами прошел. И все соединилось. Так что так. Я думаю, что многие об этом знают. Ну, а кто не знает, если вдруг у вас для крема все должно быть одной температуры. Но у меня сегодня все не так. То есть 5 раз импульсами по 2 секунды, да, где-то? 2-3 секунды. 2-3 секунды. Включил, выключил, да. Все, ягодку кладем. Вот эта ягодка, это вот очень вкусно, когда вот эта кислиночка попадается. Все. Внешне даже не ощутите. Ну, ничего не изменится. Ничего не нагреется и ничего. Про крем, да? Да. Ну, как бы незаметно внешне. А так раз. Все, посуды себе наделала. Все. Вот отсюда будем. Ой. Отлично. Не сильно пересушенная меренга. Не ломается так сильно, ничего не делается. Такого страшного хруста никакого нету. Так что, кто хочет, у кого остались белки, эту убираю в холодильник хотя бы чуть-чуть в бумаге, а 2 те достаю. Все,
Полежала она очень мало, но я сейчас ее украшу, потому что я делаю это на завтрак. Поэтому вот так боком, вот так раз, разрезала. И вот так, смотрите, какая красота внутри. Ой, какая красота. Смотрите. Раз. Сейчас вторую достаю. Два. Оп. Раз. Вот такие, ну вот такие примерно детям завтра пирожные будут. Раз, два. Даже вот такие. Раз, два, три, три, три. 9. А у меня больше. То есть красота очень. Довольно-таки будет. Такой отличный десерт будет, да. Сейчас еще украшу своим кремом. Крем обычный, с маскарпоне, тоже со сливочной. Ну, вот это из моей, ванильно-сливочная. Он такой нежненький, с маскарпоне, смотрите. Красиво как. А теперь у меня есть вот такой краситель спрей перламутровый. Цвет шампань. Мне нравится. Смотрите, какой. О! Как бантики. Третий достаю, сразу сделаю все 3. Запах. Да, сяду на минуточку, присяду. Ну вот такие у меня 3 меренговых рулета получилось. Такие 3 невесты мы сегодня сделали детям на завтрак. То есть по такому хорошему пирожному. Чуть-чуть начиночка подтекает, потому что у меня много ягодной начинки, и она должна встать. В ней крахмал добавлен. Поэтому не бойтесь. 3 своих рулета я пекла ровно 1,5 часа. Причем при всем меня отвлекали дети. 1,5, 2, наверное, в 9 начала. Почему говорю в 9? Потому 2 часа пекла. По полчаса остывало. По полчаса пеклось быстро. У меня 2 духовки, опять. Но все-таки по времени как по 1,5. Ну, 1,5-2 часа. Притом при всем, что я еще постоянно отвлекалась. Мы, конечно, это вам не показывали, но ребятишки то звали, то сюда приходили, то английский, то хорошо Ульяна подменила. На завтрак пирожные детям моим есть. Вы тоже делаете. Спасибо девушке-подписчице, которая написала, что это название «Оторви голову». Я обязательно напишу это. Я только из-за этого сделала его. Мотивировала тебя. Да. Как бы, не знаю, как бы почему-то не было у меня в планах его делать, но я показала, что делается очень легко и быстро. А еще так, знаете, не стыдно, вот особенно вот этим попшикаешь перламутровым. Я его на Валберис покупала, это не реклама, перламутровый такой дозатор. Попшикаешь, посмотрите, как невеста, даже не стыдно гостям подать. До скорой встречи. Мне убраться и слечь спать. Хорошего вам настроения. Насколько возможно в ваших обстоятельствах, хорошего вам здоровья. До скорой встречи, друзья.